Фу-фу-фу. Так, всем привет, господа. О, Юра, привет. Слышно меня нормально? О, Андрюха. Давно тебя не было видно. Привет. Слышно меня, нет? Господа. Меня слышно. В телеге скажите кто-нибудь. Юра, Андрей. Ага. Парни, здорово. Случайно нажал. Слышно, да, Андрю? Как у вас дела? Нормуль. Слышно? Андрюк, слышно меня в телеге, да? Вот Константин пишет, да, слышно и видно. Ну, отлично. Все тогда, господа. Начинаем. Значит, смотрите. На самом деле ситуация, конечно, абсолютно, вот для меня уже стало абсолютно окончательно понятно. Давайте сразу посмотрим на фьючер, смотрите, он сразу у нас летит. И я думаю, что все это будет происходить до тех пор, пока нефть не укатают в район 74-72. Во-первых, Америке нужно заполнять свои хранилища. И они сейчас вот эту ситуацию с рецессией будут раздувать. Обратите внимание, как я говорил, что 82-84 может стать таким коррекционным моментом, и оттуда нефть могут укатать на 72-74. Вот это абсолютно, я вот больше чем уверен, тот сценарий, который нам уготовили. И рынку не дадут расти до тех пор, пока они ее не снизят. Они сейчас вот этими всеми методами, всеми ставками, вот этими вопросами по рецессии, все это направлено на то, чтобы не дать расти нефти. Это вот 100%. Поэтому чем ниже будет нефть, тем вероятность того, что индекс доллара перестанет опять расти, она вырастет. Теперь давайте смотреть, что у нас по облигациям. Значит, смотрите, десятилетки, обратите внимание, они особо-то сильно не растут. Да, они там немножко возвращаются, но такого, что прям бурного роста все равно нету. Они в основном, скажем, более рейнджевую позицию заняли, да. А вот индекс доллара, вот он начинает постепенное давление. Я думаю, что, я говорю, все зависит от того, как будет вести себя цена на нефть. Но есть вероятность, что к 107 он подняться может. Ну, выше, наверное, вряд ли. А вот здесь мы сейчас видим, вот буквально вчера этот был сценарий, смотрите, до 105 доходил и откатывался. Вот сейчас он закрепляется в районе 104,5. То есть он в любой момент может пытаться прорываться за 105 и, соответственно, обваливать рынок. И наоборот, откатывать на 104,5, давать паузу и потом, соответственно, как только видеть, что, например, рынок слишком высоко поднимается, опять подниматься. Сейчас вот этот механизм работает идеально. И я думаю, что, конечно, это связано с ситуацией с ценами на нефть, однозначно. Потому что, еще раз говорю, запасы, которые Америка хотела восполнить, не заполнены, цены они ждут ниже, таргеты указаны за счет нефтепотолка, и поэтому они гнать туда будет однозначно, абсолютно. Теперь смотрим дальше. По золоту, господа. А вот по золоту я вам сразу сказал, что ниже 1750-740 мы уже явно не пойдем, и оно закрепляется. Оно закрепляется даже повыше, на 1780. Здесь фактически граница проходит буфер года. За 1820, наверное, уже пока не пустят. Пока. Потом, естественно, через какое-то время, как только нефть опустится, вполне могут отпустить. На данный момент, скорее всего, будут просто в диапазоне в этом держать. Мы уже видим, что вот эти вся приверженность ставок, разговоры опять о рецессии. Рецессии как таковой нету. Нету рецессии. Но они сейчас все время будут говорить. Пандемия, как рычаг, ушла, больше не работает. Теперь остается только одно. Потому что Америка не может повлиять на ОПЕК. Но ОПЕК, между прочим, смотрите, он тоже, в принципе, пока каких-то суперактивных действий не предпринимает. То есть весь вопрос, куда опустится нефть, и вот тогда реакция ОПЕК может наступить. Есть там, конечно, еще момент, связанный с запасами. Запасы, я не знаю, рисуют американцы или нет, но сам факт, что они показали, что они были высокими, это тоже, соответственно, определенным образом начинает сокращать поддержку по ценам на нефть. И вот эта вся картина, она будет длиться до тех пор, пока они все-таки не опустят в район 72-74,
где они смогут начать заполнять свои хранилища, и вот тогда ситуация над рынком немножко начнет разряжаться. Никак по-другому этого не будет. В принципе, сейчас рынок ищет дно, господа. Вот теперь вернемся опять к нефти. Да, идем мы все-таки ниже 76, я думаю, будет пробой. И это все-таки дорога 72-74. Вот я больше чем уверен. А 82-84 это была прям вот техническая коррекция перед погружением. Так, далее поехали. По S&P 500. Вот смотрите. Все-таки 3846 мы пока остановились. Здесь прям четкая поддержка по тренду. Я вам вчера ее показывал на видео. И смотрите. 3800, если начнем пробивать, да, то уже, конечно, начинает брезжить у нас, собственно говоря, перспектива уйти на 3770 и 730. Вот годовая цель, господа, 723. Это те самые наши 730. Там 730, 740, там каждые 10 пунктов фактически будут, ну вот это наша сетка, да, она будет, естественно, опять работать. Но это опять уже риски медвежьего рынка. То есть позитива нам сейчас явно не дадут. Эту неделю, скорее всего, мы закроем негативно. А вот следующую неделю, по идее, когда рынок найдет свое дно, а сейчас именно это и происходит, пробой 3880, это было, конечно, самое хреновое, что могло произойти. И вот сейчас, если, как бы, может быть, будут попытки сегодня протестировать в обратную сторону, но смотрите, драйверов у нас как таковых нету. Все. То есть теперь мы, естественно, будем следить за всяким видом статистики, которая будет выходить. Все это, на самом деле, будет, по большому счету, фикция. Потому что, еще раз говорю, пока цены на нефть, они не уронят, так как их это устраивает, а эта ситуация будет продолжаться. И вот сюда на 3800 мы сегодня спокойно можем в итоге доехать, а дальше все, начинается полная вот эта вот у нас фигня, когда нас будут туда-сюда, 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 вот по этой сетке размазывать, пока не пробьем 730. Пробьем 730, появляются уже риски опять нашего полноценного прямого медвежьего рынка. Так что сейчас пока мы ищем, конечно же, дно. Технически, как вы понимаете, мы получили недохай, то есть фактически это развитие нисходящего тренда вниз, хотя он тут локально его, не локально даже, основным еще оставляет восходящим, локальный, понятное дело, развернулся, но дно мы пока еще не знаем где, поэтому ждем. Но позитива никакого пока ждать не стоит. Пока, вот еще раз говорю, не упадут цены на нефть. Все сейчас будет завязано именно с ними. Понятное дело, ни крипте, никому ничего не дадут расти. Значит, смотрите, по NASDAQ у нас в итоге мы выдавились за 1800, ой, 10800, 11, понятное дело, мы покинули, это было понятно. Вот он этот 11 уровень у нас исторически сильный. Дальше был вот этот динамический на 10900. Ну и теперь все уже как бы понятно, сценарий вот видимо по этой годовой цели, то есть 10400, 10300. Но это уже когда S&P, естественно, придет, как мы понимаем, в район 4370, 4330, вот туда. До этого момента, скорее всего, где-то 10700, 10600. Пока. Но процесс уже понятен, куда идет, да. Рассел, все, тут здесь то же самое, смотрите, вот она у нас годовая цель на 1670. Здесь, скорее всего, я так понимаю, если S&P сейчас все-таки пока не пройдет весь путь, то остановка где-то в районе 1720 может быть. Между 720, между 740, вот в этом диапазоне могут остановиться. Но есть вопрос, где сейчас будет дно. С российским рынком, господа, но тут ситуация немножко меняется. Смотрите, так как у нас российский рынок фактически оказался, можно сказать, теперь назвать его тонким, то есть фактически там остались только одни частные трейдеры, как вы понимаете, ликвидности нету никакой, перспектив каких-то драйверов, которые как бы частники начали выкупать, тоже нету, с дивидендами неопределенность, фундаментальный анализ проводить невозможно, компании скрывают все данные, поэтому на самом деле над российским рынком начинает повисать очень негативная динамика. Уже насчет непробоя 1000 я не уверен по одной простой причине, потому что, еще раз говорю, рынок фактически остался без ликвидности. Там остались только в основном одни частные трейдеры. И поэтому, как вы понимаете, они чудеса совершить не могут. Тем более сейчас все новые пакеты санкций, возникают новые риски, рубль слабнет. И поэтому как бы ситуация с российским рынком явно пока не
на то, чтобы на чем-то даже пытаться хотя бы даже удерживаться. Поэтому, когда у рынка нет сил двигаться вверх, понятное дело, он будет сползать вниз. И это не будет там прям конкретно, еще раз говорю, падающим трендом, да, но однозначно то, что это уже не будет никаких попыток вернуться на такие ключевые уровни, как, например, на 1120 по РТСу, да, или там 1100. То есть он будет постепенно снижаться. Вот годовая цель нам указывает на 940, у 1000 посмотрим. Мне кажется, это достаточно психологический момент. Посмотрим, что будет, пробьет он, нет. Как мы видим, Центробанк России тоже фактически взял паузу. Я считаю, это пауза, когда они не стали менять ставку, потому что, понятное дело, во-первых, мы знаем, да, что у нас курс-то все-таки пущен полностью на, как говорится, саморавновесие, поэтому плавающий так называемый. Поэтому, естественно, Центробанк хочет посмотреть, докуда он в итоге сам доплывет, и какие сейчас будут риски, какие возникнут, собственно говоря, проблемы с инфляцией, возникнут они или не возникнут. Это было на самом деле абсолютно ожидаемо, то, что они ставку не изменили, потому что я вам сразу до этого говорил, что за Центробанк России все сделают американцы и Европа, они сами поднимали ставки, это было понятно, что они таким образом будут ослаблять рубль. В рубле, понятное дело, сейчас как бы при том, что возникла проблема с экспортной выручкой, которую фактически за счет всяких потолков нефти, эмбарго и прочее стараются у нас урезать. Естественно, это приводит к тому, что Центробанку невыгодно, чтобы очень был слабый, соответственно, доллар и, наоборот, сильный рубль. Естественно, надо, чтобы курс балансировался. Зачем тратить свои резервы, они ничего делать не будут. Поэтому, в принципе, они, по большому счету, я думаю, абсолютно выверенную политику держат. То есть, во-первых, сами страны делают вот эти вот, можно сказать, ослабления рубля. Мы, соответственно, просто тупо находимся в состоянии ожидания, смотрим, какой получится из этого результат. Понятное дело, что для российского рынка это не является сейчас пока позитивом, но и, в принципе, прям такого какого-то сильного негатива тоже пока нет. Пока это, я считаю, просто сбалансированная политика, которая фактически, можно сказать, дает возможность Центробанку переварить всю эту ситуацию, которая возникает, и принимать дальнейшие решения. Вот по индексу РТСу, поэтому мы тоже особо никуда, естественно, вверх теперь возвращаться не будем. Главное, чтобы не упали ниже 1000. Ну, еще раз повторяю, из-за того, что, в принципе, это уже тонкий рынок и фактически ликвидности просто нету. Наши частники, как вы понимаете, многие либо вообще перестают вкладываться в инвестиции, вообще в торговлю, потому что много рисков, неопределенности, скажем, прогнозировать рынок становится невозможно, так как все-таки банально те, кто, например, любили изучать всегда мультипликаторы всякие, там, да, следить за отчетами и так далее, естественно, этой сейчас информации на рынок не дают, начинают засекречивать, а как ты можешь тогда, простите, прогнозировать вообще, да, во что вкладываться, во что не вкладываться, и плюс еще каждый раз над тобой висит риск новых каких-то санкций, который опять ударит, опять может вынести очередной сектор. Ну, естественно, в такой ситуации инвестировать становится крайне сложно, и кэш становится более в этом плане безопасный. Да? Понятное дело, что когда ликвидности нет, рынки никуда вверх расти не будут. Ну вот поэтому, в принципе, индекс Мосбиржи мы тоже видим, по большому счету, никуда особо не растет, ну и не падает сильно. Но на самом деле я понимаю, что этот процесс будет продолжаться, то есть и 200, и 280. Надо будет смотреть, на самом деле, где он, конечно, будет останавливаться. Сейчас вот Набиуллина, я не знаю, выступила она еще нет, пресс-конференцию надо будет посмотреть. В целом это может быть как-то поддержит, потому что, скажем так, пакет санкций был введен, да, то есть была еще неопределенность по пакету санкций, ждали, кого накроет, кого задействует и так далее. Но мы должны понимать, что пакет этот не последний, они будут там еще что-нибудь придумывать. И так до тех пор, пока СВО не выйдет на тот уровень, когда придется с нами договариваться. По-другому варианта как бы не будет. Поэтому в любом случае, как бы в этой ситуации надо просто будет только смотреть, наблюдать, непосредственно за ситуацией, которая складывается в геополитике, потому что сейчас все будут реагировать прежде всего на нее. Какой-то спекуляции здесь тоже не удастся особо поделать, потому что, еще раз говорю, рынок тонкий,
и риски, они все время здесь только возрастают. Смотрите, по доллару-рублю, ну, тут, в принципе, было ожидаемо, что мы будем тестировать 65, а потом откат будет в район 64, и я думаю, что так оно и произойдет. Надо, конечно, сейчас смотреть, потому что, на самом деле, смотрите, сейчас рубль фактически просто уже не имеет никакого сопротивления, его могут, как говорится, ослаблять, ослаблять и ослаблять до определенного момента, пока не наступит некий баланс. И вот в данный момент он как бы двигается, да, на такой инерции. Я не могу уже сейчас сказать, пробьет он сейчас 65, пойдет ли он на 65-50. Хотя я думаю, что все-таки сейчас больше именно таких спекулятивных здесь было ожиданий. И я думаю, все-таки скоро начнется коррекция однозначно. И вот вопрос где. Я думаю, что все-таки вот этот 64 и 64-50, вот, наверное, все-таки вот этот будет курс. За 65, мне кажется, все-таки пока еще рано. Но мы увидели, что Центробанк этому не сопротивляется. То есть, пожалуйста, можете дальше выдавить, как бы проблем нету. Мы в этом как бы руки умыли, а дальше смотрим. Будет от этого расти инфляция, не будет, дальше уже будем принимать решения. Поэтому на самом деле, как, собственно говоря, американский рынок ищет дно, сейчас доллар-рубль ищет потолок, ну и евро тоже соответственно. Понятное дело, что ожидания, естественно, дальнейших повышения ставок по Америке и по Европе, они, естественно, будут подстегивать это дальнейшее укрепление. Ну вот вопрос, насколько он все-таки укрепится. Пока я уже прогнозировать не стану потолка, потому что после решения Центробанка уже понятно, что его будут ждать, когда он сам себя уравновесит. По евро-рублю, ну вот здесь я ждал, что 69 не пробьет, и все-таки будет закрепляться на 68. Вот по мне это было самое логичное. Но опять же, в нынешней ситуации опять не буду уже утверждать, что на этом все. Надо будет смотреть дальше, потому что новые санкции, новые варианты с непосредственно ситуациями, ценами на нефть там и так далее. Поэтому надо смотреть. Но по 68, я думаю, вот мы еще вполне можем посетить. Мне кажется, будет сложно преодолеть все-таки 69, но, как говорится, пока ничего не исключаю. Так, по юаню. Но тут то же самое. Тут тоже, я думаю, вот выше 9,4, да, где вот этот проходит уровень, вот в свое время пробить его не смогли. Здесь тоже, я думаю, такая же картина. Тем более, смотрите, экономика Китая сейчас не ахти, да. Вот эти риски рецессии, они тоже как бы повисают не только над Америкой, естественно, а над всем миром. Ну, как бы, по крайней мере, об этом все говорят. Ну, Европа, понятно, там объективно все. У Китая объективно тоже может быть, потому что ситуация с локдаунами, да, там как бы тоже этот вопрос не до конца решен. Плюс, господа, еще не надо забывать о том моменте, что на самом деле цены на нефть, они тоже как бы на многих, скажем так, оказывают влияние, и они, естественно, тоже, скажем, свою политику по валюте тоже могут в связи с этим тоже менять. И вот в данный момент, между прочим, да, вот у китайского юаня, да, понятно, что он сейчас крепнет именно на фоне того, что рубль слабнет. Но вот если ситуация поменяется, он может, естественно, в любой момент остановиться это делать. И плюс нельзя, как говорится, никогда с Китаем исключать возможности всегда странового риска, да, то есть партия сказала и, собственно говоря, сделают как надо. Поэтому здесь всегда прогнозировать как бы очень сложно, потому что есть фактор, который всегда может повлиять. Это, естественно, сама партия Китая. Она может все что угодно сделать, и валюту ослабить, и все, что угодно здесь может произойти. Так, по биткоину. Ну, тут тоже, господа, было все ожидаемо. Я вам сразу сказал, что выше 18 тысяч мы, скорее всего, не пойдем. И вообще, что не дадут выйти те, кто там засели на 20 тысяч. Здесь как бы понятно, что когда ставку поднимают. Здесь, кстати, картина тоже такая же. Помните, я вам говорил, что венчурные фонды, они оттуда повыходили, институалы очень многие вышли. Поэтому как бы ликвидности здесь тоже сейчас будет не хватать. Ее, наоборот, отсюда изымали. Поэтому вероятность того, что дадут ему вернуться за 20 тысяч, я в это, честно говоря, не верю. Все больше сейчас выходит информации по поводу FTX. Также там этот сектор фактически начинает очищаться от мелких майнеров. Все ждут все-таки, что этот, скажем так, все-таки опять крупняк возьмет контроль над всей этой темой. И вот где они возьмут, где это все остановится, пока не совсем понятно. Но еще раз говорю, уже криптосектор сейчас однозначно страдать будет,
потому что, во-первых, в условиях повышения ставок ликвидности никто туда заливать не будет, наоборот, будут изымать. Вот этот вот, в принципе, задерг 18 тысяч, я говорил, что это может быть начало просто вот чисто коррекции технической к вот этому падению, и дальнейшее погружение может быть все ниже и ниже. Это будет очень показательно, если опять вот такие появятся импульсные выходы, ну тогда вообще все будет понятно. Но вот надо сейчас наблюдать, естественно, за 16 800. Удержит или нет. Дальше мы помним 16 тысяч. Он обычно у нас ходит все-таки по 800-кам, да, поэтому 16 800, потом 16 тысяч. Это та зона, где биток держался, когда был медвежий рынок. Поэтому вот на 16 тысяч он упасть, естественно, может. И вот как он там будет дальше пробивать на 15 800 или нет, это вот надо будет уже смотреть. В принципе, поддержка по тренду у него как раз находится там 16 200. Вот если он 16 800 не удержит, то 16 200. Поэтому по битку как бы тут тоже, в принципе, понятно. Риски, они, в принципе, тоже вполне очевидны. И, естественно, я так понимаю, если произойдет пробой очередного 16 тысяч, то это будет 15 800 и так вплоть до следующего 15. Вот, наверное, такая здесь будет картина. Посмотрим. Так. По российскому рынку, как я уже сказал, там у нас все не очень хорошо. Ну, в принципе, смотрите, вот обратите внимание, кстати, реакция по Тиньку. По большому счету, в 9-й пакет санкций он не вошел в итоге, да, его не затронул. А вот, собственно говоря, смотрите, здесь, я думаю, либо сейчас, конечно, ждут конференцию еще, да, на Биулине, если она еще не была, я просто не знаю. Вот. Либо все-таки это вот подтверждение того, что на самом деле рынок тонкий и ликвидности мало, видите, не могут его выкупить, не могут его вернуть там на 2600, пока, по крайней мере. Хотя, как бы вот этот именно... То, что был над ним висела вот эта вот возможность запрещения его там, выключения от свифта и так далее, оно сейчас как бы ушло, да, вроде бы как бы должно быть восстановление, хотя бы на 2600. Не происходит, потому что рынок тонкий, ликвидности нету, но, возможно, еще момент ожидания какой-то тоже висит. По Сберу, ну, тут, судя по всему, дорога на 132 вполне уже может быть, смотрите, 136 стало уже сопротивлением, возвращаться уже будет тяжеловато, это уже месячная коррекция, можно сказать, там перекрывает. Вот мы видим про непосредственно поддержки по тренду, она отсекает его на 142, то есть уже вот эти попытки за 144 зайти тоже пока нет. Ну, в общем, надо наблюдать, потому что, еще раз говорю, ликвидности очень мало, как смогут двигать наши частники эти котировки, сейчас достаточно сказать сложно. Но сильных восстановлений не происходит. Вот Озон, смотрите, да, у 1360 тоже тормознулся. Но мы понимаем, да, что тут не выйдет какой-нибудь фонд резко раз и там отлупит и подкинет там обратно на 1440, 450 там. То есть, ну, тут надо, чтобы прям кто-то заскочил, да, или там все объединились и разом сделали. Поэтому тоже непонятная история. Уже ни за один уровень отвечать нельзя, потому что когда нет ликвидности, естественно, никто не сможет там удерживать какие-то уровни, да, какие-то защищать крупные позиции и так далее. Ну, в общем, 1360, вот пока прям первый квартал остановка есть. Возможно, это будет попытки выйти, конечно, в сторону там 1400, уже 1440, 460 становится под вопросом. Потому что, еще раз говорю, нужна хорошая ликвидность, чтобы вернуться, но пока это становится маловероятным. Яндекс, естественно, тоже начинает потихоньку сползать. 2000 становится тоже уже не тем уровнем, который мы знали и к которому всегда все возвращалось. Сейчас картина будет на российском рынке меняться, господа. Поэтому и, скорее всего, здесь будет, конечно, картина, скажем так, с несползающего такого тренда вниз. Так, по Роснефти. Ну, тут тоже уже 336 мы держать не смогли. 327, есть вероятность еще ниже, 320. Возможно, конечно, когда-то включится там государство, потому что компании надо будет спасать. Если они начнут все падать, и частные трейдеры не смогут держать рынок, тогда начнет включаться уже непосредственно наше правительство. Так, по Газпрому. По Газпрому там тоже картина, кстати, достаточно. Ну, я думаю, здесь вот смотрите, была неплохая реакция на 162. Скорее всего, из-за того, что потолок по ценам на газ, нефть, они в итоге, на газ,
В итоге сказали, что пока даже повестки нет. «Газпром» остановился, смотрите, в падении, да, остановился. Но там сейчас еще ситуация с турбиной, которую на Северный поток выдали тогда на первый, и Канада там вначале вроде дала разрешение, теперь они забрали это разрешение. В общем, с «Газпромом» там тоже пока эпопея будет достаточно длительная, судя по всему. И вот, скорее всего, тоже будет попытки где-то консолидироваться. Но еще раз говорю, на чем пока непонятно. Если сейчас все держится на плечах частных трейдеров, то как-то будет это все не так просто. Конечно, если рынок настолько тонкий, то и сдвигать котировки можно при большом объеме. Но вопрос, это должно быть консолидировано. Значит, смотрите, по полиметаллу. Ну, тут понятно, золото немного откатило, поле тоже, в принципе, не особо смог удержать. На 350 идет откат. Естественно, цены на нефть и все остальное будет это под давлением. Вся сырье тоже, как говорится, рецессия, все дела. Поэтому 350 откат вполне, а то может быть и ниже. Может быть даже и 340. Я говорю, сейчас уже ни за один уровень просто поручаться нельзя. Потому что по факту нет драйверов, которые будут сейчас толкать или удерживать. По Норильскому никелю, ну там был позитив, потому что он вроде как не попал под санкционный поток, ну этот пакет, но там Потанин попал, а сам Норильский никель вроде как не попал. Но видите, да, никакой бурной реакции нету, потому что нету объемов. Вот 14600, это вот он, который пытался держать, сейчас уже становится под вопросом, удержит ли. То есть фактически на рынке сейчас российском идет инерция погружения. И вот на 13400 вполне он теперь может уйти. Посмотреть надо, как пройдет 14 тысяч, потом 13400. В общем, ничего на российском рынке пока позитивного сказать нельзя. Возможно, подключится наше правительство. Возможно. Так. Добрый день, Эдуард. Добрый. Випс, посмотри, пожалуйста, неужели на коррекцию не пойдет? В шарте сижу 12.20 средняя. Випс, это у нас что, Китай, по-моему, да, випшоп? По-моему, да. Тук. Ну, по Китаю пока вроде как у них позитив, хотя, по идее, должен скоро, если рецессия, там все эти разговоры о рецессии, тоже скоро должен прерваться. Но там считают как? Что очень-очень сильно подешевели китайские компании. И по большому счету, смотри, если весь американский рынок валится, надо же куда-то, где-то зарабатывать. Вот смотри, картина следующая. В районе 13.60, 13.48. Здесь два сильнейших исторических уровня. И вот они его фактически здесь и тормознули. Дальше будет еще один сильный динамический на 14. Цели идут туда. Но пока не могу сказать, что это разворот. Он пока вот прям тупо держит трехчасовую коррекцию. Даже недельную пока не посещает. Вот если он начнет пробивать 13, тогда может быть коррекция и будет. Но опять же, там не ниже 12.40 уже получается. Но на данном этапе приостановка будет, потому что общий фон, в принципе, тоже сейчас не благоволит никакому подъему. Я думаю, S&P будет падать дальше, да. Я уже сказал, там еще квартальные эти опционы закрываются. Поэтому, в принципе, вот этот слив вполне, наверное, логичен. И есть вероятность, что в пятницу, конечно, все зафиналят под низам, а не по верхам. Поэтому вполне возможно, что он там на 12.80 куда-нибудь, на 13 отойти еще может. А вот пойдет ли он ниже, вопрос сложный. Но вот здесь вот прям видно, что 13.40 его все-таки остановило. Надо смотреть дальше. Цели пока еще идут вверх, то есть на 14 как минимум тянут. Но в Китае пока, я говорю, там есть определенная эйфория. Так. Добрый день, как вы думаете, 10-летки могут еще на 4% доходности пойти? Куда они смотрят? Благодарю. Десятилетки могут пойти, но они как бы на самом деле сейчас не такую имеют динамику, да, просто понятно, что все будут сосредоточены на уже следующем году, как там будет возникать ситуация, поэтому здесь, скорее всего, такая будет динамика больше рейнджевая. Они там выше 3,6, я думаю, пока точно выходить не собираются. Лои как бы пытаются подтягивать, то есть уже не ниже там 3,4, но и не выше 3,6. Вот я думаю так, потому что до следующего года там картина может поменяться. Они же сейчас понятно, какую задачу делают. Им нужно понизить цены на нефть.
Вот над этим они и работают. И сейчас, по большому счету, облигации-то особо не растут. Они, получается, что когда они сейчас загонят всех в рецессию, наоборот, все начнут, естественно, должны будут покупать именно облигации. Они будут спасением. Соответственно, доходность облигаций не должна настолько будет разгоняться. Если ты про фонды, которые TLT и прочее, да, насчет там 20-летки, которые, но там, я говорю, там была картина достаточно неоднозначная. То есть он около 108 как раз продемонстрировал торможение. И вот сейчас он пока, вот да, идет в такой консолидации. Но вот 110, я не знаю, как он, кстати, пройдет. 110, как он пройдет. Ну, надо понимать, что это, естественно, только взаимосвязано получается с тем, что 20-летки, когда будут дешеветь, а вообще так, в принципе, очень большая вероятность, что сейчас, наверное, да, они сейчас все должны, ну, облигации начнут дешеветь, потому что спрос должен на них начать резко возвращаться, и, естественно, они начнут падать по доходности. И вот 110, они как бы вполне могут пробить в ближайшее время. Надо будет посмотреть, конечно, потому что так-то у него тренд явно идет уже вверх. Вот 108 его тормознули. А дальше вот надо будет смотреть вот этот 110. Очень будет показательный, как он быстро с ним расправится. Поэтому насчет 10-леток, я думаю, что здесь картина, конечно, скорее всего, просто будет рейнджевая. Я так думаю, что и DXI, в принципе, тоже, он, скорее всего, так как он довольно сейчас легко давит рынок, вот ему стоит подняться там на 105, и все, рынок полетел вниз. Поэтому ему даже, наверное, возвращаться на 107, там, 107.50 и нет смысла, да, он может просто в этом даже рейнже работать, не падать ниже уже 104, да, и работать 104, 105, 104, 105 и подавлять все время. И так пока вот рынок, собственно говоря, как говорится, не опустит цены по нефти. Поэтому тут надо, конечно, понаблюдать. Понаблюдать надо. Так. Пожалуйста, Эдуард, пожалуйста. Владимир, добрый. Вячеслав, спасибо за работу. Скажи, пожалуйста, у вас стримы начинаются в определенное время или рандомно? Владимир, пока они идут рандомно. Скоро я вроде планирую выйти на определенный режим, но пока не получается, пока рандомно. Поэтому лучше всегда быть подписан на телеграм-канал Trade Analytics. Там я всегда сообщу как бы заранее. Ну и, соответственно, пришлю обязательно, естественно, анонс. Поэтому, ну и подписываться на YouTube, чтобы, я имею в виду, уведомления. Потому что, ну, пока рандомно. Обычно мы вообще как бы делаем еще обязательно вечерний эфир. Вечерний у нас, как правило, очень долгий, но вот как бы сейчас пока не получается. В ближайшее время вернусь к ним. Они будут опять тоже вечером работать, так что отслеживайте. Так, Слава, привет. Какие цели по модерне? Стоит ее подбирать и где по модерне? Слушай, на модерна обычно у нас взлетала, когда была ковидная тема. Ух ты, как ее подняли опять. Интересно, на чем? Обычно, когда ковидная тема была, она росла. Сейчас рецессия. Не знаю. Вот она, кстати, установила. Смотри, вот этот уровень я чертил еще. Хрен знает когда. Вот здесь мы еще когда были, я помню. Вот здесь, по-моему. Вот он, собственно говоря, сейчас к нему пробил. А вот 220 уже сопротивление. Я, честно говоря, не изучал сейчас модерну. И на чем она сейчас может расти. Раньше там вся эта ковидная тема была. Обострения вроде по ковиду сейчас никаких-то не ожидается, но я смотрю, буквально 3 дня последних, да, был рывок. Это что, отчет или что? На чем оно взлетело-то? Ну, в общем, смотри, в любом случае, чисто технически, на 220 здесь сильная отсечка. Здесь стоит очень сильное сопротивление, да, это один из этажей, кстати, наших, известных, которые отрабатывают всегда очень четко. Но вот не знаю, преодолеет она за 220 или нет. Пока, видимо, тренд достаточно сильный. Но опять же, на чем? Вот 2 дня импульсных выходов – это какая-то новость. Это не просто так. Есть информация, что у нее там? Оля, по модерне есть что-нибудь у нее? Ну, потому что подбирать, ты имеешь в виду сейчас подбирать? Модерна же, да? Ты про нее же говоришь? Подбирать. Я не знаю, говорю, тут надо смотреть фундаментально, на чем она взлетела. То есть, насколько этот, собственно говоря, рост будет поддержан.
Я пока просто по ней очень мало сейчас вообще за последнее время смотрел информацию. Она была очень актуальна во время, когда был ковид, а сейчас уже как-то насчет подбора. Но тут вот смотри, ситуация какая. Однозначно не брать, пока она не выйдет за 218, да, то есть здесь могут быть однозначно коррекции. А если подбирать, ну то есть вот с текущих точно брать не стоит. Но опять же, надо смотреть, на чем она растет. 196, 192. Вот эти вот уровни, которые еще как бы более-менее привлекательны. Но опять же, не будет ли это пиком? Это вообще сейчас на хаях получается. Притом видно, что по уровню ее отсекают. Вот она. Вот. Здесь ее отсекают. Поэтому на самом деле не будет ли это как раз наоборот перед падением. Я не знаю, на чем она вообще взлетела. Вот откровенно говоря. Не знаю, и я не знаю. На чем? Надо смотреть, Оля, ты же знаешь. Надо смотреть, на чем она взлетела. Потому что я даже не вижу событий ближайших, которые либо одобрение какое-то, либо еще что-то. Но она на самом деле достаточно же узкоспецифичная была. Там же она только по ковиду. Ковид сейчас наоборот уходит в сторону. Заявление Байдена, что там будет новая пандемия, да нет, не думаю. Надо смотреть. В общем, здесь опасно на самом деле. Вот здесь опасно. Особенно вот эта грань, вот этот уровень, я тогда не просто так чертил. Вот он сейчас пока за ней стоит, а прорвет вниз, и это признаки полета может быть как минимум вот этот 180, 184, вот в эту зону. Вот недельная коррекция, даже если смотреть на 196. Поддержка по тренду в районе 188. Ну, то есть вот эта зона еще вполне может быть посещаема. Тем более, вот я не знаю, как она вот здесь справится. Я бы пока не лез точно. И изучил бы точно, что вообще с ней происходит. Так, в голосовом, господа, есть вопросы? Тяните руку, задавайте. Нету, да? Ну, в общем, смотрите, подводим итоги. Ждем мы, конечно, дна. И вот будет сейчас очень интересно. Отстоим мы в итоге 3880, вернемся ли мы за 3880, или все-таки мы повалимся в сторону 3800. По поддержкам у нас будет картина следующая. Вот он, 840, поддержка по тренду. Дальше 3800 как раз. И уже вот, если мы не удержим 3800, вот здесь, кстати, уровней как таковых нету. Есть только цели. Но это наша известная сетка. 3730, 3770. Это все наша известная сетка. А уровень конкретно есть достаточно сильный в районе 3640. Но я не думаю, что пока туда мы пойдем. То есть я думаю, что, скорее всего, попытаются где-то здесь сделать определенный рейндж. Вопрос между какими уровнями. Либо между 3800 и там 3880, то есть вот сюда ходить, да. Либо за 3880 вернут и ходить там 3920, да, не выше 960. Это вот однозначно уже. Выше 960 мы уже не вернемся 100%. И, соответственно, ждать всякие статистики. Теперь нужен, естественно, новый период отчетов, однозначно. Ну и, соответственно, как вы понимаете, следить за ценами на нефть. Пока они цены на нефть не опустят, пока они вот этот потолок себе не получат, 72-74 где-то, естественно, рынок пока не отпустят. Но вот будем смотреть сейчас. И заодно наблюдать за индексом доллара, как он у нас будет вот преодолевать 105. Если он 105 пройдет, то риски на падение в медвежий рынок резко возрастут. Вот надо будет наблюдать. Вот пока 105 вроде бы держится. Удержится в этот раз, неизвестно пока. Лаид, как видите, он подтянул. Поэтому есть вероятность, что он все-таки сейчас может начать опять восхождение. Так. В кратком обзоре по юаню мы предсказывали рост. Утром на следующий день он был 9.29. Жаль, ваш прогноз не увидел вовремя. Продал дешевле, ждал, что будет выше 9.3, пропустил время. Владимир, ну, на самом деле, вот такие вечерние, это я в 4 утра, да, там вот эти короткие я буду выкладывать в одно время примерно. То есть это ночью будет происходить. Когда тоже не могу сказать, может быть, даже и в час ночи, может быть, там в 12. Все зависит будет от ситуации. Поэтому за ними-то вы можете следить. А вот за прямыми эфирами, они, конечно, сейчас пока по времени не могут быть стабильны, поэтому тут надо следить и по телеграм-каналу, там я буду точно сообщать. Так, ну что, господа, сегодня, не знаю, сделаю сегодня вечерний, нет, посмотрим.
Может быть, сегодня и попробуем провести. Но если что, я в канале в любом случае сообщу. Поэтому следите за ним. Вы знаете, туда я и видео кидаю, и все. Так что там я всегда вам, по крайней мере, буду постоянно держать в курсе. На этом тогда, если в голосовом больше вопросов нету, давайте тогда закончим. Нету, да? Ну все тогда, господа. Давайте тогда до вечера, если или уже тогда до следующих, как говорится, до следующей недели. Пока ничего положительного нет, ищем дно и будем смотреть, где оно в итоге стабилизируется.